Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео на психологическую тему. Давайте поговорим о страхе близости, что это такое, как понять, что ты страдаешь этим, что ты боишься близких отношений. Поговорим о том, каковы корни, причины этого явления, и разберем какие-то 3 основных признака того, что ты боишься близости, у тебя страх близости. Ребят, но прежде чем мы приступим к этой интересной теме, я вам напоминаю о том, что на моем канале есть рубрика «Разбор ваших историй». Моя самая любимая рубрика, очень интересная. Как это выглядит? Вы присылаете мне свою историю на разбор в директ Инстаграма, полностью анонимно, я ее читаю и разбираю здесь на YouTube, в отдельном видео. Поэтому вот мой Инстаграм, пишите в директ. Я очень жду ваших историй, потому что истории у меня закончились. Ребята, пишите любые истории, ваши или ваших знакомых, ваших друзей. Разберем, поговорим, будет интересно. Прежде чем я буду перечислять, как проявляет себя этот страх близости, как его можно идентифицировать, как его можно в себе обнаружить, давайте поговорим о том, откуда это берется. Ну, естественно, все проблемы у нас идут из детства. Жили в каких-то семьях, все мы с чем-то сталкивались. Ребят, в норме, конечно, любой человек в норме, вот если мы говорим такой, знаете, условно здоровый, нормальный человек, который не испытывал в детстве никаких трудностей, который жил в счастливой семье, где были любящие родители, где была добрая, теплая, располагающая атмосфера, где отношения с матерью были полны любви, и все было хорошо. Конечно, такие люди вырастают, они прекрасно сходятся с другими людьми, они вступают в близкие отношения, их это абсолютно не пугает, они не испытывают тревоги. У них много друзей, есть близкие друзья, у них есть там мужчина, там женщина, да, они строят мужско-женские отношения. И все, таких людей хорошо. Но, ребят, я психолог, не могу сказать, что я абсолютно здоровый такой человек, да, и что у меня было какое-то счастливое детство. По своей деятельности сталкиваюсь с такими же людьми, и поэтому мы здесь будем разбирать. Как бы, вы знаете, как писал Лев Толстой, каждая счастливая семья похожа друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Мы, конечно, будем копаться в каких-то проблемах, в каких-то сложностях. Так вот, откуда же берется страх близости у человека? Давайте сначала я перечислю, как выглядит страх близости, а потом в конце этого видео разберем подробно, откуда это берется, почему так. Почему какие-то люди боятся близких отношений. Смотрите до конца и не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Первый признак того, что человек боится близких отношений, выглядит, как правило, так. Выбирает себе для отношений людей, которые эту близость дать ему просто не могут. Например, женщина всегда встречается только с женатыми мужчинами. Либо ей нравятся мужчины, которые в отношениях. Знаете, такой синдром вечной любовницы. То есть я всегда встречаюсь с женатыми, это моя карма, говорит девушка. Вот, например, я знала такую девушку, да и не одну, которая прям так и говорила. Я встречаюсь с женатым, причем ей уже там за 30 хорошо, там 35, например, лет. И вот она всю жизнь вступает в отношения с женатыми мужчинами на работе. То есть у нее всегда есть какие-то постоянные любовники, но все они женаты. И, естественно, из семей уходить они не собираются. Я как-то раз задала ей вопрос, это была не моя клиентка, просто знакомая. Я ей задала вопрос, говорю, слушай, ну а почему ты не найдешь себе свободного мужчину и там не выйдешь замуж, не построишь свои отношения? На что она мне говорит, ну так их нет. Их нет. Причем она работала в большой организации на Горьковском автомобильном заводе ГАЗ. Вы представляете, это какой-то огромный завод, сколько там людей работает. И она мне говорит, так неженатых нет. А кому я нужна? Кто будет строить со мной отношения? Я уже не в том возрасте, и как бы мне нечего ловить. И она говорила это на полном серьезе. Совершенно очевидно, что просто эта девушка не видит свободных мужчин. Она их не видит, она видит только женатых. Ей нравятся только женатые. Соглашается на отношения она только с занятыми мужчинами, которые никогда не будут с ней близки. И для меня, конечно, это первый признак того, что есть очень сильный страх близких отношений. Вы же понимаете, что просто так партнеров мы не выбираем. Мы их видим, мы их вычисляем из толпы и выбираем ровно то, что отвечает нашей потребности на сегодня, актуальной. И совершенно очевидно, что если ты находишься в отношениях с женатым человеком, мужчиной, да, если ты девушка, то
эти отношения обречены на то, что близости между вами не будет, настоящей, истинной. Вы всегда будете на определенном расстоянии, ближе он тебя не подпустит, потому что у него есть женщина, его жена, с которой он близок. Мужчины, которые имеют страх близости, да, они тоже могут выбирать девушек, например, распутных. Они могут строить отношения с девушками с пониженной социальной ответственностью, так скажем. Влюбляться в проституток, влюбляться в эскортниц, пытаться строить отношения с женщиной, которая замужем, такое тоже бывает. Безусловно, там есть какие-то страдания, переживания, но это все не про близкие отношения, это про какой-то азарт. Ну, когда ты выбираешь человека, который с тобой быть не может по определенным причинам, понятно, что там в этих отношениях будет очень много чувств, адреналина, переживаний, будет много сексуальной энергии, но не будет одного – близких, таких теплых отношений, истинной близости. Если вы тот человек, который постоянно вступает в отношения с людьми, которые на отношения не готовы, на близкие, знайте, что, возможно, с этим можно походить к психологу, к психотерапевту, разобраться, копнуть глубже, откуда такой у вас страх, потому что ответственность за это нужно взять на себя, потому что это я выбираю таких людей. И нужно копать, искать причины в детстве и что-то завершать там в отношениях с отцом или с матерью. Об этом поговорим в конце видео. Откуда могут расти ноги, да, у этого явления. Второй признак, я бы назвала так, что те люди, которые действительно готовы на отношения с вами, которые, может быть, в вас влюблены, которые готовы за вами ухаживать, которые действительно хорошие, которые теплые, да, таких людей вы просто не замечаете. Вы их сразу определяете в раздел «друзья». Это такая жиза, что ни на есть. У меня есть еще одна знакомая, давайте так. И ей уже тоже между 30 и 40 годами. Она живет одна, у нее нет детей и нет мужа, никогда не было, и никогда не было близких отношений. Всю жизнь она встречалась с женатыми мужчинами. То, о чем мы с вами только что говорили. Она встречалась с женатыми мужчинами, и вот это ее одиночество уже приобретает такие обороты, что у нее начинаются панические атаки, вот когда она вечером дома одна засыпает, ей страшно, что она умрет. Ну, начинаются уже такие невротические проявления, уже ближе к 40 годам. И когда мы с ней разговаривали, я задаю ей вопрос. Я говорю, слушай, ну неужели нет в окружении ни одного мужчины, который готов на отношения с тобой, на близкие? Ну, который бы был в тебя влюблен, может быть, который за тобой ухаживает. Я никогда в это не поверю. Неужели за всю жизнь не встретился ни один такой мужчина тебе? Она говорит, так, конечно, есть. Вот есть там у меня один, он уж там лет 15 за мной ходит. Он всегда отвечает на мои телефонные звонки, если мне надо что-то помочь, он всегда сразу приезжает, он мне говорит, какая я прекрасная, он мне предлагает отношения, он говорит, я тебя люблю. Ну, он мне не нравится, он не симпатичный какой-то, некрасивый, я вообще его как мужчину не воспринимаю. Такой интересный феномен. Вы можете сказать, ну просто вот, ну, зачем же, типа, Катя, ты нас как будто бы призываешь строить отношения с теми, кто нам не нравится. Ребят, но ведь причины могут лежать гораздо глубже. Нужно в кабинете у психолога, у психотерапевта копать, искать причины этого явления. Почему я игнорирую людей, которым я нравлюсь, которые способны меня любить, которые способны на близость. Эти люди мне не нравятся, я их вообще не воспринимаю, я их не вижу. А вот люди, которые не готовы быть со мной, они мне нравятся, да, то есть, понимаете, всегда получается ситуация, при которой отношения невозможны, как будто бы. Есть какой-то сценарий с детства, который я проживаю по сей день в своей сегодняшней жизни. Третий признак того, что у меня есть страх близких отношений, страх близости, да, как это еще может выглядеть? Если вы уже в отношениях, вот вам каким-то чудом удалось создать отношения, не знаю, каким чудом, и вы в них уже находитесь. Даже, например, эти отношения теплые, даже, например, они любящие, там, может быть, в них нет никакого трэша и абьюза. Вам, человеку со страхом близости, удалось таки подпустить к себе какого-то другого, более-менее теплого, готового, способного на отношения, там, мужчину. И внутри этих отношений вы постоянно испытываете тревогу, вы постоянно испытываете напряжение.
Когда вы рядом, вы не можете расслабиться, даже в том случае, если обстановка достаточно расслабленная. Вы все время придираетесь к этому своему партнеру, вы пытаетесь найти в нем подвох, не доверяете даже там, где, в принципе, нет поводов не доверять. Вот эта вот неспособность расслабиться внутри отношений, это говорит о том, что есть какая-то травма в детстве, которая говорит о том, что отношения – это опасно, нельзя расслабляться. Близких отношений не бывает, меня все равно предадут. Все время есть вот эта мысль в голове. Она идет фоном, так, красной нитью, и никогда не пропадает из головы. Невозможность расслабиться. То есть человек со страхом близости может даже провоцировать своего партнера на какие-то действия, вызывать в нем агрессию или провоцировать его на измену. Мужчина со страхом близости может специально, ну как не специально, неосознанно, да, но игнорировать свою женщину, игнорировать свою жену. Не говорить ей комплименты, не дарить ей цветы, не восторгаться ей, не заниматься с ней сексом. Ну вот просто типа я не хочу этого делать. И таким образом он провоцирует эту женщину на измену, например, или на то, чтобы она ушла, или начала флиртовать где-то на стороне, потому что ни одна женщина не может долго жить без комплиментов, внимания, да, и любви. И когда какой-то другой товарищ по работе ей подарит цветы или напишет ей какое-то сообщение, или где-то кто-то на нее посмотрит, или она на кого-то посмотрит, этот мужчина со страхом близости сразу будет говорить: ага, я так и знал. Я так и знал, что все женщины, проститутки, шлюхи, я так и знал, все точно, да, я сделала ошибку, что я с тобой вступила в отношения. Либо женщина, да, также может провоцировать своего любящего, заботливого мужчину, также предъявлять ему претензии, либо выискивать, на кого он где смотрит, на какую женщину, а здесь что, а там что, и либо провоцировать его на агрессию, цепляться к нему постоянно, критиковать бесконечно, проверять его на прочность. И в тот момент, когда этот мужчина, даже какой бы он любящий и заботливый ни был, взорвется, она скажет: ага, я так и знала, ты абьюзер, ты плохой человек, я расстаюсь с тобой, там, я ухожу. Человек со страхом близости даже внутри отношений постоянно готов из них убежать. И он ищет повод, за который он может зацепиться, чтобы сбежать из этих отношений, из этих близких отношений, потому что они для него тяжелы, невыносимы, вызывают много тревоги. Давайте теперь поговорим, откуда это берется, почему так, да, почему так. Вот, возможно, если вы смотрите это видео, вам покажется это странным. Да, либо, если вы в себе замечаете эти признаки, вы можете сказать: ну, я просто такой человек, мне так комфортнее. Понимаешь, когда ты начинаешь ходить к психотерапевту на какой-то регулярной основе и работать, да, со всем этим, у тебя есть шанс открыть в себе стороны, о которых ты не подозревал ранее. Когда ты говоришь: я такой человек, мне не нужны близкие отношения, возможно, у тебя их никогда не было, у тебя нет такого опыта. И ты просто говоришь о том, о чем не знаешь. То есть ты не знаешь, что такое быть в близости, у тебя нет этой роскоши, ты себе этого никогда не позволял, и в детстве у тебя такого опыта не было. И на самом деле, возможно, ты можешь испытать кайф в тот момент, когда ты расслабишься рядом с другим человеком. И это будут чувства и переживания совершенно другого порядка, которых ты никогда раньше не испытывал. Какие же могут быть причины у страха близких отношений? Безусловно, все идет из родительской семьи. Возможно, ребенок рос в неполной семье, где была только мама и не было отца, и у него не было перед глазами примера, что такое мужско-женские отношения, близкие и теплые. Он не видел просто, как взаимодействуют мужчина и женщина в близких отношениях. Это во-первых. Во-вторых, эмоционально холодная мама. Мать, которая не проявляет все детство к ребенку чувства любви, которая его не гладит. Вы знаете, такое часто бывает, особенно в Советском Союзе практиковалось. Ребенок рождается, и все бабушки говорят этой молодой мамочке: что ты его на руках держишь, положи в кроватку, он к рукам у тебя привыкнет, положи его в люльку, и наплачется, перестанет. Поплачет, перестанет, он отвыкнет от твоих рук, и все будет хорошо, не надо будет его постоянно укачивать, на руках держать.
Ребята, это жесткое отвержение, причем в младенческом возрасте, и это, безусловно, сказывается на дальнейшей жизни человека. Он не сможет строить близкие отношения, у него будет этот страх, он не будет в это верить. Естественно, жестокое обращение с ребенком в детстве, побои, рукоприкладство. То есть если один из родителей в семье, а то и оба родителя были агрессивные, орали, бросались, рукоприкладством занимались, то, безусловно, у ребенка закрепляется вот этот момент, что расслабиться в отношениях нельзя. То есть, когда ребенок все детство живет в напряжении, что к нему может быть применена физическая сила, либо какая-то другая агрессия, да? И, естественно, ребенок все детство живет в этом напряжении, он знает, понимаете, родители – это две фигуры, которые, по сути дела, символизируют близкие отношения в детстве. Как они относятся к тебе и как они относятся друг к другу. Когда ребенок все детство живет в страхе, у него закрепляется, да, вот этот момент и восприятие отношений, что отношения – это страшно, отношения – это напряжение. В отношениях нельзя расслабиться. В любой момент, как только ты расслабишься, может вбежать разъяренный отец в комнату и начать на тебя орать, а то и ить, да? И это вызывает ужас и страх, и ребенок вырастает во взрослого человека вот с этим ощущением, что близкие отношения приносят боль, они приносят страдания. Конечно, есть еще случаи, когда когда, естественно, алкоголизм есть в семье, это тоже, когда, например, твой папа нормальный, да, теплый, а потом в какой-то момент он уходит в запой, и ты теряешь эту связь с отцом. Потом он опять приходит в себя, опять он близкий, да, для тебя человек, потом он опять уходит в запой. Это вот как бы моя история, да. И с детства закрепляется вот этот момент в восприятии, в психике, что расслабиться нельзя, рано или поздно эта близость будет разорвана по каким-то причинам. Ну и, конечно, естественно, когда мать уходит из семьи или когда мама вообще бросает своего ребенка, это, безусловно, начисто разрушает возможность строить близкие отношения в будущем. Но, ребят, еще раз повторю, неважно, какие причины, да, у каждого свое детство, но, слава богу, в современном мире есть психотерапия, психологическая помощь, поэтому с этим можно работать и нужно работать. В принципе, можно оставить все как есть. Что значит нужно работать? Можно, в принципе, прожить в этом страхе близких отношений всю жизнь и одному, в одиночестве. Иметь каких-то таких вот людей на расстоянии, с которыми ты общаешься, дружишь или строишь отношения. В принципе, если это твое истинное желание, ты можешь так прожить. Но понять, истинное ли это желание, и как ты на самом деле хочешь прожить, и счастлив ли ты можешь только разобравшись в себе. А для этого очень эффективно является психотерапия. Вот такое у нас с вами сегодня было видео. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, как у вас по отношениям. Чувствуете ли вы, что вы можете расслабиться в присутствии другого человека, любого, либо нет. Удалось ли вам построить близкие отношения, в которых вы расслаблены и доверяете, либо нет, либо вы остерегаетесь. И пусть у вас все будет хорошо. Пишите еще раз говорю, пишите ваши истории на разбор в директ Инстаграма. И пусть у вас все будет хорошо. Всем пока!